Люди часто говорят, вторая часть хуже, ну а третья и подавно. А еще люди часто говорят, да ты чё, сиквел лучше оригинала. И неважно, о какой форме медиа идет речь. И сегодня на нашем операционном столе одновременно две франшизы, каждая из которых соответствует одному из этих утверждений. Первая — это трилогия-перезапуск легендарной серии о Ларе Крофт, расхитительнице гробниц. А вторая — это квадрология Uncharted, об искателе приключений Натане Дрейке... Сони, мать вашу за ногу с этими локализациями! А Нейтане Дрейке, который старается быть Индианой Джонсом в формате видеоигры. У этих франшиз много общего, но и различий немало. Только Tomb Raider со временем скатилась, по мнению игроков, критиков и по статистике продаж, а вот Uncharted становился только лучше. И это все неспроста. Скажу сразу, я одинаково люблю обе серии, и личная привязанность у меня все же именно к перезапущенным похождениям Ларисы, ибо, как я уже упоминал в своем самом первом видео на этом канале, именно ребут 2013 года дал мне новый опыт, как человеку, который до этого играл только во что-то очень простенькое и открыл глаза на то, чем могут быть видеоигры. Так что Лара 2013 года в моем сердечке навсегда, как и сам 2013. Времена были. Я отвлекся. Так вот, подобной ностальгической предвзятости в сторону Uncharted у меня нет, ибо познакомился я с этой серией лишь 1,5 года назад. Однако, пройдя обе франшизы целиком подряд, я выявил закономерность. Tomb Raider при все более технически разнообразном геймплее с каждой игрой становилось все скучнее, а вот Uncharted, оставаясь одинаковым, только и делал, что набирал обороты. Почему? Для начала надо понять, что у них есть общего. Помимо того, что Нейтан Дрейк и Лара Крофт — это самое худшее, что случалось с археологией за всю ее историю. Им дай волю, они ж всю планету к хренам разнесут. Тем не менее, оба персонажа хорошо знают историю, охотятся за всякими древними артефактами, а их стараются опередить злые чуваки, культы, частные военные компании, а иногда и частные военные культисты. Дальше, Tomb Raider и Uncharted — это линейные игры, которые во главу угла ставят сюжет, а уже затем все остальное. И ребут Ларисы многое позаимствовал как раз у приключений Нейта. Зрелищные постановочные сцены, два основных состояния геймплея, исследования с головоломками и выкашиванием врагов, и даже общая структура сюжета. И если показать человеку отрывки из геймплея любой части каждой из этих серий, то получится игра «Найди 10 отличий». Однако Tomb Raider, вышедший уже тогда, когда существовали 3 из 4 игр Uncharted, в свое лицо все же нашел и стал метроидванией. Вам на пути постоянно будут попадаться объекты, с которыми вы не сможете взаимодействовать, и пути, которые вы не сможете открыть. До тех пор, разумеется, пока не получите какое-либо новое снаряжение, и тогда уже можно будет вернуться обратно и сделать то, чего нельзя было сделать раньше. Причем возвращаться самому не обязательно, хотя так тоже можно. В какие-то моменты игра сама делает крюк и дает вам возможность заглянуть в уже пройденные места просто по пути. В первой части, например, мимо разрушенной деревушки у водопада, до которой мы добираемся где-то ко второму часу прохождения, после этого дорога проходит дважды. В трущобах за одно прохождение мы оказываемся трижды. И вот такого бэктрекинга тут навалом, и он же дает возможность тщательнее исследовать уже знакомые локации и забраться в ранее недоступные места. Так что я назову это линейной метроидванией. В связи с этим же здесь есть прокачка всего, что только можно. Новые навыки, улучшение оружия, новое оборудование. И эта же прокачка поощряет и вознаграждает исследования, потому что можно просто пробежать локацию и собрать немного хлама для апгрейда одной части пистолета, а можно задержаться и позаглядывать в разные уголки этой местности и найти там и новые запчасти для полного апгрейда оружия, и разные артефакты, и озвученные записки, разжевывающие лор этого места, а то даже и напороться на какую-нибудь гробницу и расхитить ее, для чего чаще всего потребуется на минутку включить мозг, чтобы решить очень простенькую головоломку, а в конце вас будет ждать большая прибавка к опыту и какая-нибудь ценная награда, типа куска оружия или целой кучи хлама для апгрейда. Один вопрос, откуда все это берется в древних сундуках, но мы, пожалуй, опустим это. Главное, что в плане наполнения, помимо основного сюжета, у игры все в порядке, несмотря на ее линейность. Можно вскрывать ящики и брать из них гайки, чтобы потом собирать улучшения для своего лука и других пушек. Можно выполнять маленькие челленджи типа зажечь 10 святилищ, можно решать загадки в опциональных гробницах, но опять же они прям очень легкие. Можно открывать вот эти рыжие коробки, которые дают немного XP, можно собирать цветочки, которые дают еще меньше XP, можно находить GPS кэши, которые сроду не отыщешь, и со все мои несколько прохождений первой части я так ни разу и не смог найти все кэши на одной локации. Можно находить всякие артефакты и долго рассматривать их, потому что модельки очень красивые и детализированные, а Лара еще и комментирует их, делясь своими знаниями и предположениями о том, что это такое и как это могло использоваться. This might be Yuan Dynasty. Could it be from Kublai Khan's lost fleet? Oh wait, it's a fake. Made in China.
В общем, много чего можно. В рамках линейной игры с псевдооткрытым миром, конечно. И да, подавляющее большинство всех этих побочных занятий — это коллекционирование и заглядывание в каждый уголок локации, что может звучать скучно. Но, во-первых, в подобном формате в принципе много не сделаешь. А во-вторых, это отличный противовес основной части геймплея и сюжету, потому что они очень быстрые и динамичные. Если и не слишком, то как минимум через какое-то время от них можно начать уставать, потому что какой-то экшен происходит все время, и подобные занятия собирательством как раз это дело разбавляют, что очень неплохо. Ну потому что серьезно, игра начинается с того, что корабль, на котором плыли наши главные герои, терпит крушение. Группа оказывается отделена от Лары, и ее вырубает какой-то стрёмный мужик и тащит в свою пещеру, где она очухивается и обнаруживает себя подвешенной к потолку вверх ногами. Она вырывается и падает животом на арматуру. Потом снова приходит стрёмный мужик и тянет ее за ноги, но через QTE, которая убьет левый стик на контроллере, мы вырываемся. Потом Лара взрывает старую бомбу, и вся пещера начинает рушиться, а мы стараемся выбежать наружу. Снова мужик и снова QTE, после которого на него падает валун, а мы таки выбираемся из пещеры. И это лишь первые 10 минут игры, из которых 3,5 это вступительная катсцена. И вот в похожем темпе и проходят все часов 12 прохождения. Да, сюжет, который прям сходу начинается с такой движухи, практически сразу себя вовлекает и интригует, особенно когда потом уже по ходу начинают вылезать какие-то странные события, вскрываться темные тайны прошлого и все такое прочее. Но когда ключевые события происходят чуть ли не каждые 5 минут, то это надо как-то балансировать и хотя бы иногда замедлять темп. И то ли Crystal Dynamics специально сделали так, чтобы потом самому хотелось ненадолго отвлечься и просто побродить, то ли это наоборот не было задумано, это в любом случае подчеркивает несбалансированность именно основной части игры, которую можно легко пропустить как раз таки за всем этим эксплорингом. И здесь же всплывает главная вещь, которую разработчики позаимствовали у Uncharted — большой упор на экшен. Я не играл в более старые игры этой серии и знаком только с ребутами, но знаю, что в тех играх такого не было. Здесь же все время что-то взрывается, что-то летит вниз, Лара постоянно пытается сломать себе все кости, но у нее все никак не выходит. Даже несмотря на то, что ей в этом пытаются помочь целые орды врагов, которых мы перестреливаем из автомата, пистолета, лука или дробовика, все из которых мы можем носить с собой одновременно и у которых со временем появляются обвесы и дополнительные виды амуниции. В этом она больше всего похожа именно на первый Uncharted, который в своем 2007 году отхватил кучу наград, но как бы это был 2007, тогда многое прощалось, и постарела эта игра не лучшим образом, несмотря на то, что геймплейная структура от первой части Анча до последней не изменилась ни на йоту. А все из-за того, что первая часть постоянно вываливает на вас десятки врагов, которых надо перестрелять, и делает это она настолько очевидно, что прямо аж мозгу больно становится. Вы видите перед собой большое пустое пространство и всякие ящики со стенками, вы знаете, что сейчас будет мясо, но оно не начинается, пока вы не наступите на конкретный пиксель. И уже тогда из ниоткуда материализуются плохие парни, которые одновременно начинают в вас стрелять. И так всю игру. Она, конечно, пытается делать вид, что в ней есть стелс, но он, черт возьми, вообще не работает. Потому что либо по-тихому вырубленного чувака найдут, и тогда каждый парень на округе моментально узнает, где вы находитесь, и откроется пальба, или же этого не произойдет, но вырубить всех по стелсу все равно не выйдет из-за архитектуры уровня или траектории врагов, или всего вместе. Поэтому Uncharted Drake's Fortune — это сплошной тир, который никогда не прекращается. Tomb Raider 2013 года, конечно, не настолько плоха в этом плане, и вот тут стелс все же какой-то там есть и вполне неплохо работает, но вам все равно придется валить сотни врагов. И здесь мы имеем еще одно сходство между двумя франшизами. Они обе активно практикуют лудонарративный диссонанс. Самым стандартным примером этого явления люди всегда считают именно Uncharted, потому что там веселый Нейт отпускает шуточки в катсценах, вроде весь такой себя классный парень, но в геймплее он убивает сотни плохих парней, и на нем это совершенно никак не отражается. Однако то же самое можно сказать и про женскую версию Дрейка, и даже больше. В первой части трилогии ребутов Ларе лишь чуть больше 20 лет, и она чуть ли не впервые в жизни оказывается в настолько экстремальной ситуации. Когда животик урчит и просит кушать, она находит лук и убивает олененка. Она не хочет этого делать и даже извиняется перед ним, когда он на последнем издыхании смотрит на нее. Слезы, сопли. В то же время Лара через полчаса.
И да, там был чувак, который пытался ее убить, но она стащила его пистолет и пальнула ему в лицо, что стало ее первым убийством человека. Она сделала вид, что на нее это повлияло и ей стало плохо, но сразу же после этого она стала валить других, даже глазом не моргнув. И поначалу я даже защищал это, мол, оленька-то был ни в чем не виноват, он просто зверек, которого Лара не хотела убивать, но ей надо было, потому что он еда. А вот эти чуваки, они злые, и это самозащита, и мисс Крофт не должна проявлять к ним симпатию. И так-то оно так, но вот объясните мне, каким образом всего за несколько часов мы пришли от вот этого Oh God! к этому. That's right! Run, you bastards! I'm coming for you all! А спустя еще пару часов к этому. How often does a guy like me get to be a hero? Это вообще как? И это не единственная вещь, о которой игра забывает. В самом начале, когда Лариска пытается выбраться из пещеры стрёмного мужика, она падает на кусок арматуры примерно с 5-метровой высоты и протыкает им живот сбоку. Как минимум это пиздец как больно, а как максимум, когда в организме появляется сквозная дырень диаметром где-то в сантиметр, то это гарантированная потеря огромного количества крови. Чтобы задержать кровотечение, желательно бы эту железку оставить на время, но она ее тут же вытаскивает, и не проходит и минуты, как она начинает бодрячком скакать и прыгать, лишь иногда придерживая рану одной рукой. И уже через 10 минут, когда мы выбираемся из пещеры и находим укрытие, Ларе уже и рука не нужна, все как-то само успело зажить и уже совсем не болит. Но спустя целых 5 часов, когда она в очередной раз летит вниз с огромной высоты и на сей раз с парашютом, то в какой-то момент она врезается в дерево, падает вниз, собирая с собой все возможные ветки, и вот тогда, наконец, рана снова дает о себе знать, и дает знать так, как должна была в самом начале игры. Скорость передвижения уменьшена, резкие движения уже не такие резкие и доставляют боль, и вот уже тут Лара находит зажигалку и догадывается прижечь ранение. В мире игры прошло уже больше суток с момента входа куска железа внутрь Лары. К этому моменту она должна была уже умереть, если не от потери крови, то как минимум от заражения. Хотя это все придирки, конечно, жанр приключений и не должен быть супер реалистичным. Только тогда возникает вопрос, зачем в маркетинговых материалах надо было все время писать про выживание, хотя по факту никакого выживания в игре нет и в помине. Убийство животных не дает вам еду, а только немного XP. Здоровье всегда восстанавливается автоматически. Амуниции в игре предостаточно, а скиллы позволяют даже возвращать, если не все, то большую часть патронов из убитых врагов. Где здесь выживание? Я вижу только девушку с дробовиком, которая убивает всех, кто встанет на ее пути. В какой-то момент на своем последнем прохождении, которое вы сейчас видите на экране, я поймал себя на мысли, что играю в Tomb Raider почти как в Doom. Укрытиями пользуюсь не всегда, а могу спокойно бегать прямо по всей арене и на бегу отстреливать плохишам мозги. Ближе к концу есть момент, где Лару атакуют древние существа, и они в принципе не знают, что такое укрытие и дальний бой. Они всегда идут на вас. И кроме как имитации Думгая, этот сегмент не пройти. Лара Крофт это реально Рэмбо какой-то, хотя по телосложению так и не скажешь. Ну и на обложке она, смотрите, какая скромняшка. Окей, на этом я, пожалуй, остановлюсь. Устали от моей бомбежки? Вот и игра делает с вами то же самое, если идти строго по сюжету и не отклоняться от него вообще. Так что с одной стороны, если заниматься чем-то еще, то все вполне неплохо, но если вы не хотите, то все начинает рушиться. Хотя в общем и целом это моя единственная большая претензия к игре, и лишь недавно я смог ее нормально разобрать и сформулировать. Остальное лишь придирки по мелочи. К примеру, иногда диалоги бывают глуповатые или уж очень шаблонные. Well, believe it or not, a couple thousand years ago, Queen Himiko pretty much ran things in Japan. Да ладно, а я думал, что она была швеей какой-то или придворной, а правил Японией 1000 лет назад Иван Грозный какой-нибудь. Look, I know this is a crazy plan. Yeah, it is. But right now, crazy is all we got. So let's do this. В скольких сотнях фильмов и игр мы уже слышали подобное? Ладно, теперь я точно закончил. Справедливости ради, это практически единственные подобные примеры. Весь остальной сюжет в игре вполне себе неплох. Замес такой: Лариса и компания отправились в экспедицию, чтобы найти затерянный остров Яматай где-то в Японии, но начинается дикий шторм, и они терпят кораблекрушение. Сначала они не понимают, где они, но по ходу выясняется, что они все же попали куда хотели, а вот выбраться не могут, потому что любые суда, что пытаются выбраться с острова, всегда попадают во внезапный сильный шторм, который не дает им этого сделать.
сделать. И вот наши ребята, хотя в основном все же Лара, пытаются разгадать тайну этих катаклизмов и что-то с ними сделать, чтобы убраться с острова. Но они тут не одни. За годы здесь оказались заточены еще очень много человек, которые стали подчиняться некоему Матиасу, который сам 30 лет назад оказался здесь и начал изучать природу этих аномалий, но потом сошел с ума и свое исследование со своими помощниками он превратил в культ. И он лично похитил подругу Лары, Сэм, чтобы провести древний обряд и выяснить, годится ли она для освобождения души древней королевы Химико, что помогло бы справиться со штормами. В общем и целом как-то так. Заканчивается все, конечно же, хорошо, но и не без жертв. Половина команды из 8 человек в итоге умерли. И да, на где-то 10-12 часов прохождения здесь аж 9 основных и второстепенных персонажей, что поначалу слегка дезориентирует, но они очень быстро раскрываются и уже становится понятно, кто есть кто, зачем он здесь и так далее. Почти у всех персонажей понятные мотивации и проблемы, они не так часто вклиниваются в повествование, чтобы от них устать, но и не так редко, чтобы о них забыть, потому что практически всю игру вы проводите в гордом одиночестве. У нас есть профессиональный археолог Джеймс Уитман, который еще и ведет свое шоу. С самого начала странно ведущий себя чувак, а все потому, что ему урезали финансирование, да и с женой он развелся недавно, и эта история может вернуть ему былую славу. Но он настолько эгоистичен, что на остальную группу ему в общем-то плевать, и смерти других он воспринимает просто как дополнительную драму. В конце он присоединяется к культу и умирает от рук древних существ. Есть капитан погибшего корабля Конрад Рот, который был чем-то вроде отца для Лары и очень многому ее научил. Это показывалось и рассказывалось на протяжении игры, и поэтому его смерть действительно цепляет, не говоря уже о том, что даже умер он, защищая Лару. За самой мисс Крофт тоже наблюдать весьма интересно. Какая она сначала неопытная, часто нервничает или паникует, но к концу она уже может контролировать почти любую ситуацию и делает это куда более уверенно. И в течение всей игры этот плавный переход как раз и демонстрируется. And also that British accent of hers though is just marvelous. There were scientists here during World War II, and they believed the storms were controlled by something in a ritual chamber near the monastery. Look, I don't have all the answers, but Sam being taken, I know it's linked. And if we try to leave here without understanding why, then we'll all die. Не часто такое услышишь, обычно везде американский. И вот про многих персонажей можно сказать такое. Большинство из них вполне неплохо написаны, пускай и достаточно базово, но это и нормально, учитывая их количество. Но есть и несколько, про которых вообще забыли. К примеру, Грим, рулевой на корабле. Забавный дедушка, который говорит с очень сильным шотландским акцентом, но говорит он за всю игру минут 5 от силы и появляется буквально в паре сцен, одна из которых заканчивается его смертью. И последующие грустные слова Лары о том, что он умер, как-то сильного сочувствия уже не вызывают. Или Джона, который вроде как хороший друг Лары, но что-то это не очень хорошо показывается. Но это уже так, мелочи. Главное, что большая часть всего этого дела прописана достаточно хорошо. Персонажей понимаешь, им сопереживаешь, или же они начинают бесить, как Уитман, а значит Рианна Пратчетт со своей работой справилась хорошо. Да и сама по себе история вполне себе крепко сбитая и достаточно логичная, и по тональности очень соответствует происходящему. В плане того, что тут все прям серьезно. Нет такого, что персонажи отпускают шуточки направо и налево, как и должно быть, когда люди пытаются выжить на незнакомом острове после кораблекрушения, а в идеале как-нибудь с него спастись. Единственная моя большая претензия адресуется вот этим двум чувакам, что работали с камерой, потому что, видимо, у них у обоих коллективный Паркинсон. Реально, в игре почти нет ровных и статичных кадров, всегда идет типа живая камера, и иногда она настолько живая, что вообще ничего рассмотреть не получается. Все мельтешит по всему кадру, и глазу просто становится непонятно, за что цепляться. И даже в геймплее, когда Лара просто бежит, даже здесь камера постоянно сильно трясется. Я не против движения камеры и отсутствия полной статики в целом, но только когда это в меру. Здесь же некоторых людей может натурально начать укачивать. А еще здесь какое-то запредельное количество QTE, их правда слишком много, даже финальный босс-файт это на 90% QTE. Но что точно можно похвалить, это музыку авторства Джейсона Грейвса. Если имя кажется знакомым, то вам не кажется, он писал музыку ко всей трилогии Dead Space, к примеру, и его стиль здесь узнается сразу. При том, что действие игры происходит на японском острове, никаких японских мотивов и инструментов вы здесь не услышите. Вы будете слышать преимущественно перкуссию и достаточно мрачные темы на духовых и струнных, которые подчеркивают все безумие, в которое погрузилось население острова. Звук часто бывает такой резкий, железный, и это хорошо идет с внешним видом самой локации, потому что этот остров это реально бухта погибших кораблей, самолетов, вертолетов, которые все уже успели распилить на металлолом и использовали этот металл для создания каких-то построек, ремонта и так далее. Куда ни посмотри, тут везде какой-то профнастил или что-то в
этом роде. Музыка мощная, иногда она просто нагнетает атмосферу мрачника, чтобы не скучно было, иногда гремит барабанами, басами и большими колоколами, когда происходит какой-то экшон, а в некоторых моментах она успокаивается и превращается просто в чувственную мелодию на фортепиано. Грейвс молодец, вот что я хотел сказать. И в итоге получается следующее. Оригинальный перезапуск Tomb Raider 2013 года — это действительно классная игра, с бодрым и хорошо написанным сюжетом, персонажами и лором, крутой атмосферой и вполне приятным геймплеем, при условии, что вы хотя бы иногда будете отвлекаться на исследования. Пускай и с натяжкой, но те древности, которые вы будете находить по ходу игры, могут послужить чем-то вроде небольшого виртуального музея, посвященного древней Японии, чему помогают и комментарии самой Лары Крофт. Здесь, кстати, еще одна приятная вещица для тех, кто играет на PS4. Эта игра, наверное, наилучшим образом использует тачпад в DualShock 4. Во всяком случае, я не припомню других игр, где он использовался бы так же удобно. Его можно использовать как обычный тачскрин на телефоне и рассматривать предметы, увеличивать их и так далее. И так это делать гораздо удобнее, чем на стиках с курками. Можно еще и факел зажигать и тушить, тоже удобно. Только вот со световой панелью перебрали, потому что с зажженным факелом зачем-то включается вот такая дико отвлекающая светомузыка. Но есть и обратная сторона медали. Из всех 7 игр, что я освещаю сегодня, это единственная, которая работает нестабильно. За мое последнее прохождение она 3 раза зависла на этапе автосохранения, а еще умудрилась вылететь прямо посреди кат-сцены. А на прошлом прохождении она вообще повесила всю консоль и угробила сохранение. За все время для PS4 версии игры вышло только одно обновление, типа улучшающее стабильность, но я так смотрю, оно не сильно помогло. Но даже несмотря на это, игра все равно вполне себе стоящая, и свои высокие оценки она заслужила. Поиграть советую, если еще нет, тем более, что сейчас она стоит копейки на любой платформе. А с чего у нас начинались похождения Нейтана Дрейка? В 2007 году вышла Uncharted Drake's Fortune, где он отправляется на поиски затерянного сокровища Эльдорадо. И не один, а со своим давним наставником и другом Виктором Салливаном и журналисткой Еленой Фишер, которая помогает им снять их приключения, ну а для нее это сюжет для ее шоу. Из самых первых минут подача сюжета задает тон не только всей игре, но и всей серии. Shouldn't we call the authorities or something? Yeah, that'd be a great idea, but we don't exactly have a permit to be here. What? Yeah, so unless you want to end up in a Panamanian jail, we should probably handle this ourselves. Well, what's worse? You obviously haven't been in a Panamanian jail. Do you know how to use one of these? Yeah, it's like a camera. You point and shoot, right? Good girl. Как таковой серьезности в Uncharted немного, и игра об этом знает. Алло? Buka Pintu! Cielano! Chepatan, Buka Pintu! Ah, Taí! It worked! There he is! Up there! Get on the gun! Oh boy. Очень многие сцены держатся именно на харизме персонажей и актеров, которые их играют, на большом количестве шуток и очень бодрых диалогах. Это 3 главных сюжетных столпа, на которых держится Uncharted. Хотя и сама охота за сокровищами никуда не уходит, а тоже занимает важную часть повествования, ведь героям всю дорогу приходится разгадывать многовековые тайны, которые приведут их к цели. В первой части, чтобы добраться до Эльдорадо, они начинают поиски сэра Фрэнсиса Дрейка, который сам искал сокровища 400 лет назад, а сам Нейтан называет его своим предком и даже носит его кольцо. Конечно же, они не одни в своих поисках. У нас целых 3 антагониста, из которых один скрытый и еще один эпизодический. И эти чуваки давят ресурсами. У них есть люди, у них есть пушки, и они могут дорваться до сокровища просто грубой силой. Поначалу конфликт между нашими и злыми чуваками только в том, кто быстрее доберется до Эльдорадо и какие методы при этом применит. Главный антагонист Габриэль Роман встречает Нейта и Салли в начале игры и напоминает, что Виктор ему очень сильно должен, ну а потом пристреливает его. Все, что нужно знать об этих чуваках, если что, убивать они не гнушаются. Но ничего страшного, Салли в итоге не умер, о чем игра в дальнейшем тоже шутит. You are not gonna believe this. Huh? No way! Old Francis took a bullet for you. Yeah, I
thought this kind of thing only happened in the movies. Yeah, well, it still hurt like a son of a bitch, I'll tell you that. I bet. А вот сокровище оказывается проклятым, и обнаружившие его первыми испанцы, открыв саркофаг, мутировали вот в этих стрёмных существ. Сэр Дрейк об этом узнал и сделал все возможное в его силах, чтобы сокровище не покинуло остров, а в итоге сам умер здесь же. Только Роман об этом не знал, в отличие от Дрейка и Наварра, главаря наемников, которых нанял Роман. Так что он тоже открыл саркофаг, тоже стал злобным чудиком, а Наварра использовал это, чтобы присвоить сокровище себе и продать его кому-нибудь за очень много денег. Adios, asshole. В общем и целом как-то так. В отличие от Лары Крофт, Нейтан, да и вообще практически все в этой серии, к профессиональной археологии и совсем уж глубинным историческим познаниям отношения имеют не так много, а потому этой части внимания уделяется чуть меньше. Больший фокус здесь именно на персонажах и их отношениях, и вот они прописаны отлично. Каждый персонаж, который появляется на экране, даже если он эпизодический, всегда живой, и за ним следить интересно. К примеру, Эдди Раджа, главарь местных пиратов и бывший друг Нейта. Сейчас они соперничают и враждуют, но следы старой дружбы все равно проскакивают. Going somewhere? Hey, Eddie. Did you really think you could escape from what? Oh, no, I just giving the young lady the $10 tour. Shut it! Они все равно друг друга подкалывают и подшучивают над самими собой, а в конце им все же приходится вновь объединиться, чтобы отбиться от скользких голых чуваков, как их потом назовет Дрейк. К Елене он со временем начинает проявлять какие-то чувства, и, как оказывается, взаимные, и отношения этих двоих в итоге будут проверяться на прочность во всех последующих играх серии. Салли, как настоящий наставник, регулярно дает Нейтану всякие жизненные советы, ну а еще все время делится своим, так сказать, опытом из лет его молодости. Oh, man. This is like trying to find a bride in a brothel. А сделать так, чтобы все это выглядело и звучало естественно, помог прекрасный каст актеров, которые не только сами по себе хороши, но и вместе сошлись так, что им самим на площадке было в кайф играть. И химия между персонажами игры — это химия между самими актерами. Нолан Норт, Эмили Роуз и Ричард МакГонагал просто великолепны. Да и первая Uncharted тоже классная, мне нравится. Настолько, что я ее всеми фибрами души ненавижу. И это не взаимоисключающие утверждения. Мне действительно нравится эта игра за ее сюжет, да и как начало приключения этих персонажей тоже идет хорошо. Но вот непосредственно играть в нее просто физически больно. Да, игра вышла в 2007 году, и тогда она получила очень высокие оценки и от игроков, и от критиков, да и наград отхватило достаточное количество. И я понимаю почему. Тогда это действительно было что-то новое, и за это она и получила народную любовь. И если бы я впервые поиграл в нее хотя бы лет 10 назад, то сейчас из-за ностальгии я бы вряд ли смог ее как-то серьезно критиковать. Но я впервые прошел ее 1,5 года назад, и вот так уже очень сильно ощущается, насколько устарел сам дизайн игры, даже при том, что фундаментально он остался ровно таким же даже в Uncharted 4, и никаких серьезных изменений ни в одной игре не происходило. Формула Uncharted была сформирована уже в первой части, и звучит она так: немного сюжета, потом побродили, полазили по верхотурам, может какие-то финтифлюшки пособирали, в отличие от Лары Крофт, Нейтан Дрейк никак не комментирует найденные артефакты, потом порешали простенькие головоломки, чтобы пройти в недоступное место, но там все начало рушиться, и у нас начинается зрелищная постановочная сцена, а заканчиваем мы перестрелкой с врагами. Ну или не перестрелкой, а стелс-столкновением. И каждая часть серии уже абсолютно линейная, никакой метроидвании, никаких открытых локаций и бэктрекинга, только вперед по заданному пути. И никаких апгрейдов в принципе. Единственное, что может меняться на протяжении игры, это модель пистолета или автомата, который вы можете подбирать с убитых противников, и нести вы можете только один пистолет и одну большую пушку. Больше не меняется абсолютно ничего. И каждая из 4 частей следует этой формуле безукоризненно. Вопрос только в балансе между каждым из ее компонентов. И вот как раз с ним у первой части огромные проблемы, фундаментальные. Игра достаточно короткая, и если постараться, то ее можно пробежать за 6-7 часов. И за это время она не даст вам отдохнуть в принципе. На протяжении всего прохождения вы только и делаете, что стреляете. Толком головоломок в игре практически нет. Просто
Просто дать вам побродить и полазить по стенкам она вам тоже дает достаточно редко, ведь она боится, что от этого вы заскучаете, а значит нужен какой-то экшен. А именно, вам надо стрелять по плохим парням. Про постановочные сцены, потому что тут как-то тоже забыли. И выливается это в то, что в каждый коридор, в каждое помещение и открытую локацию, в которую вы заходите, тут же телепортируется пара сотен врагов, с которыми у вас начинается натуральная война, которой даже новый Modern Warfare со своей серой моралью позавидует. Просто для понимания масштабов. Врагов на вас вываливают даже там, где их по сюжету быть не должно. Вот здесь, к примеру, ровно 1,5 минуты назад наше трио нашли секретное подземелье, о котором не знали плохие парни. Но что я сейчас делаю? Стреляю в плохих парней, которые тут еще и прожектора поставить успели. И каждая перестрелка может длиться натурально 5 минут в одном помещении, без смертей на легком уровне сложности. А умирать вы будете и очень много, даже на легком. Потому что время на убийство любого негодяя просто чудовищно огромное, а патроны заканчиваются со скоростью света. Хедшоты регистрируются отвратительно, и если у вас получилось попасть в голову, то это не вы метко попали, эта игра так решила, и вам просто повезло. Эти идиоты постоянно двигаются настолько хаотично, что следить за ними просто не успеваешь, особенно учитывая, что их может быть одновременно десяток. Они все ломятся со всех сторон, и им ничего не стоит незаметно зайти вам за спину, пока вы пытаетесь разобраться с чуваком перед вами. Так что не удивляйтесь, если вдруг вас за 2 секунды убьют сзади парочкой метких выстрелов из дробовика, хотя там только что никого не было. Вас будут закидывать несколькими гранатами одновременно, когда вы уже при смерти. Против вас будут выставлять одновременно нескольких гранатометчиков и снайперов, которые даже на легкой сложности убивают вас с одного выстрела. Враги будут появляться у вас за спиной в, казалось бы, мирные моменты, а когда вы всех победите, музыка начнет затихать, вы уже успеете выдохнуть и начнете обшаривать локацию, чтобы найти патроны, на вас легко могут вывалить еще пачку негодяев, с которыми вам придется воевать еще несколько минут, хотя боеприпасы у вас уже почти закончились. Более того, игра вроде как делает вид, что в ней есть стелс, и вы действительно можете вырубать врагов сзади незаметно, но только вас все равно заметят. Бывают случаи, когда не враги на вас выпрыгивают, а вы напарываетесь на их скопление, и они могут вас обнаружить, даже если вы сидите в укрытии и не двигаетесь. Когда приходит время бороться со скользкими головыми чуваками, то вообще можно застрелиться. Они очень быстрые, их очень много, на них тратится еще больше патронов, а убить вас они могут всего лишь с 2 ударов, даже на низкой сложности. Учитывая, что они толпами бегут на вас, то увернуться от сразу 2 не всегда представляется возможным, и вы умираете. Сейчас вы видите мое второе прохождение этой игры, и я надеялся пройти ее на средней сложности, потому что в первый раз у меня не вышло, но у меня не получилось и сейчас. При том, что обычно я играю именно на средней, а с недавних пор иногда включаю даже высокую сложность. Но Uncharted Drake's Fortune будет бесить вас даже на низкой, потому что экран смерти вы будете видеть чуть ли не чаще, чем сами перестрелки, которые здесь не прекращаются ни на секунду. Ей-богу, это единственная игра из всех, что я играл в своей жизни, которая меня действительно бесит настолько, что я просто хочу метнуть DualShock нахрен в стену. Сука, да ты откуда? Да ты издеваешься, блядь. Сука, блядь. Сука, да ты откуда вылез-то, блядь? Сука. Бля. Ебаный пиздец. Я тут, блядь, на легком это пройти не могу. Вы ебанулись, что ли? Нет. Давай. Наконец-то, блядь. Сука, у меня получилось. Ебать. Сука, я не верю нахуй. Пиздец. Сука, чтоб я еще раз ее начал проходить.
На втором прохождении в итоге без жертв не обошлось. Игра меня таки разозлила, и я как-то слишком сильно сжал в руках геймпад. В итоге у него на какое-то время приофигел вибромотор, и он начал поскрипывать. Он каким-то образом сам потом очухался, но тем не менее. Ни одна игра меня так сильно не бесила. А как вишенка на торте у нас очень редко расставленные чекпоинты, которые особенно сильно выражаются в те 2,5 случая, когда вас все же не заставляют палить из всех орудий и дают таки немного попрыгать по верхотурам. Потому что механика передвижений здесь тоже в достаточно зачаточном состоянии. Все же это первая подобная игра для Naughty Dog, они были молодые и неопытные. Анимации персонажа не всегда дают четко понять, куда он собирается прыгать и как он приземлится. Камера иногда становится статичной и располагается очень неудобно, а точные маленькие передвижения здесь в принципе почти невозможны, потому что у него есть только 2 скорости, а останавливается он как будто с инерцией. И из-за всего этого вы наверняка будете падать. Особенно обидно, когда вы падаете где-то ближе к концу секции, потому что респаун произойдет в самом начале, и вам заново придется лазить по всем уступам. Игра не ценит ваше время и не прощает ошибок в принципе, и играть в нее это натуральное мучение. Если вам интересно, каково бывает людям на войне, пройдите первый Uncharted. Настолько близких к этому ощущений я не испытывал еще нигде. А если серьезно, то если вы не играли в эту игру, то и не надо. У вас еще вся жизнь впереди, и нормальная здоровая нервная система вам однозначно пригодится. Лучше посмотрите прохождение на YouTube. Второе же приключение Лары Крофт вышло на свет в 2015 году на Xbox One, а в 2016 и на компудактерах с 4-й плойкой. И отзывы оно получило уже более сдержанные, чем предыдущая игра. Более чем оправдано на самом деле. На мой взгляд, это самая скучная игра в трилогии. Здесь наша археолог отправилась в Сибирь, чтобы продолжить дело своего покойного отца, который искал затерянный город Китеж, где по легенде находится древний артефакт, способный дать бессмертие. Твист в том, что лорд Крофт во время своих исследований таинственно самовыпилился при помощи пистолета, оставив маленькую Лару без отца, и сейчас таинственная организация Тринити тоже пытается найти сей чудный камушек, дабы использовать его в своих злых целях. Хотя по факту не совсем. Главный антагонист по имени Константин, не Киану Ривз, в первую очередь хотел достать его, чтобы излечить свою понемногу умирающую сестру Анну, которая по совместительству была типа девушкой Ричарда Крофта, а для Лары чем-то вроде второй матери, потому что настоящая умерла за несколько лет до этого. И казалось бы, замес прям интересный, и он дает возможность исследования большого количества тем, возможность сильнее углубиться в прошлое самой Лары и ее семьи, но этого тут почти не происходит. Парочка крохотных флешбеков от первого лица вообще не в счет. Вместо этого на первый план выходит именно сама гонка за святым источником. Нет, это не марка воды, а тот самый камень бессмертия. И что она несет для остальных? Потому что отправлялась в путешествие Лара с Джоной, но их накрыла лавина, и они разделились, а Лара в итоге наткнулась на местных жителей и их лидера Якова, или Джейкоба в английской версии, которые как раз стараются камень защитить, а их уже не в первый раз донимает Тринити. Ну и как бы получается так, что всю игру мы пытаемся найти источник первыми, помогаем местным противостоять силам зла, ну и как-то вроде бы и все. Ну да, ближе к концу происходит вот это поворот, и мы узнаем, что оказывается Яков это тот самый бессмертный пророк, которым первым и увидел этот источник, он же основал Китеж, но не то чтобы это сильно на что-то влияло. Сама Лара хорошую часть игры выступает в роли некого болванчика, который просто действует по обстоятельствам и выполняет какие-то просьбы, пусть своя цель у нее все же есть. Но из-за того, что эта цель схожа с таковой у местных и Якова, то они в итоге объединяются и действуют сообща, что вроде бы неплохо, но за целыми 2 случаями нападения Тринити на деревню и длительными прогулками по руинам, в которых большую часть времени ничего не происходит, эта цель просто теряется, и в какой-то момент уже просто забываешь, по какому поводу вообще вся эта движуха происходит и ради чего тут все затевалось. Даже при том, что источник здесь упоминается достаточно часто. Еще одна причина — это отсутствие четко поставленной опасности. Да, Тринити выглядят как плохие ребята, все из себя в бронежилетах, вооруженные до зубов, деревни сжигают и все прочее. Но прикол не в самой группировке, а в антагонисте. Главная мотивация Константина, почему он хочет найти камень, это излечить свою сестру, которой он очень сильно дорожит, и это вполне благое дело. Да, методы весьма сомнительные, но нюанс в том, что эта мотивация автоматически предполагает следующее. Когда Костя найдет источник и с его
его помощью даст Ане бессмертие, то все закончится, и он больше не будет никого тревожить. Никакого глобального апокалипсиса или чего-то такого вроде бы не предвидится. Соответственно, все слова Лары о том, что их срочно надо остановить, не имеют никакого веса. Но на самом деле нет. На самом деле мотивация Константина штука сугубо личная, которая просто идет по пути с мотивацией самой организации Тринити. А вот они уже хотят использовать источник в своих злых целях и начать сеять глобальный апокалипсис. Проблема в том, что эта мотивация обозначена всего лишь в двух диалогах Константина. Один в начале игры, другой ближе к концу. И в обоих случаях это была всего лишь одна реплика, которую легко пропустить, если просто-напросто чихнуть не в тот момент. Если вам не повезло чихнуть в начале игры, то все, вы пропустили объяснение самой главной опасности, которую Лара и хочет предотвратить. А даже если не пропустили, эта фраза все равно не то чтобы прям сильно выделяется из общего диалога, и особого значения ей не придаешь. Из-за этого отсутствует ощущение надвигающейся опасности, и вместо этого появляется вопрос: а нахрена я вообще все это делаю сейчас? От чего я спасаю мир? Приходит ощущение абсолютной бесцельности всего происходящего, и, понятное дело, никаких ставок из-за этого тоже нет. Нет ставок — нет напряжения. Нет напряжения — игроку скучно. Особенно, когда еще и диалоги написаны настолько пафосно и скучно, что никаких эмоций, кроме зевоты, они вызвать не способны. And the divine source? Something I found long ago. It is real and deeply powerful, but it is not divine. So you've lied to them for generations. I'm not proud of it, but I did it to protect them. I once used the source to grant my armies their long lives. But it was a terrible mistake. The ones I saw in the archive. When enemies attack Katesh. Но и это еще не все. Единственный персонаж, который вернулся из прошлой игры, это Джона. Правда, выглядит он теперь совсем по-другому, как, впрочем, и Лара, ну да и ладно. Главное, что он здесь абсолютно бесполезен. Из-за примерно 15-часовое прохождение у него экранного времени минут 10-15 максимум. В самом начале он забирается на гору вместе с Ларой, но их накрывает лавина и их разделяет. Дальше флешбэк, в котором у них был спор о том, ехать за камнем или нет, и в итоге им пришлось ехать. А дальше где-то до последней третьей игры Джона не то что сам не связывается с Ларой, а даже она сама про него не упоминает ни разу. Ни одного упоминания персонажа за где-то часов 10 прохождения. И после этого он вроде как появляется, но его через 5 минут забирают Тринити, его пытает Константин и на глазах у Лары тыкает его ножиком в животик, а потом его до конца игры снова нет. Он выжил, не переживайте, хотя было бы за что переживать. Про остальных персонажей вообще ни слова. Лучшая подруга Лары, Сэм, не знаем такую, ни одного упоминания. Ее друг Алекс, который пожертвовал собой ради ее спасения. Зачем? Один лишь род изредка всплывает в воспоминаниях Лары, когда она разбивает очередной лагерь, чтобы потратить несколько скиллпоинтов. Справедливости ради, новые персонажи написаны неплохо, пускай и большая часть их истории спрятана в записках, так что за ними следить все же чуть интереснее. Но что не интереснее, это геймплей, особенно в самом начале игры. Разработчики решили усложнить прокачку и добавить крафтинг, и это привело к тому, что темп геймплея замедлился значительно, что с учетом достаточно вялого сюжета вообще не на руку игре. Если в первой части все, что нам требовалось, это собирать гайки для апгрейда оружия, а какие-то дополнительные предметы вроде более глубоких карманов добывались через скиллы, то здесь так не прокатит. В Rise вам надо собирать ворох различных материалов, дерево, кожу, те же гайки, и все эти ресурсы тратятся на апгрейды. И еще на крафт различных штук, вроде тех же больших карманов или дополнительных типов боеприпасов. Принципиальная разница в том, что в игре 2013 года гайки были везде, и их всегда хватало хотя бы на одно улучшение, а если нет, вы всегда знаете, что дальше можно будет собрать еще гаек, и тогда уже точно хватит. И здесь же куча разных ресурсов, некоторые из которых требуют от вас сходить на охоту, хотя в некоторых случаях это невозможно, особенно в последних главах игры. И в итоге, вместо того, чтобы быстрее идти дальше, вы тупо тыкаетесь в каждый уголок локации, пытаясь найти ресурсы для апгрейда. Кстати, сами локации из-за этого тоже стали заметно больше, а структура Metroidvania сохранилась. Но самое смешное в этом то, что оригинальному ребуту 2013 года и Rise
Rise of the Tomb Raider стоит просто поменяться местами в плане геймплея, и большинство проблем этих игр были бы решены. Потому что геймплей Rise гораздо больше соответствует тому выживанию, которое предполагалось в первой части, а во второй акцент на него уже не делается, в том числе ввиду более высокой подготовки и закалки самой Лары, а более медленный темп сбалансировал бы быстрое повествование. А вот упрощенный геймплей из первой части как раз помог бы сделать достаточно ленивую идущую Rise чуть бодрее. И ведь нагружают ее не только это. В этой игре появилась механика изучения Лары языков, а конкретно монгольского, русского и греческого. И все бы ничего, но у меня есть два вопроса. Первый. Зачем это нужно? Ну то есть понятно зачем. По миру игры разбросаны монолиты, на которых может быть зашифровано какое-либо сообщение, но оно всегда лишь дает подсказку о местонахождении маленького клада с монетками, которые можно потратить у единственного торговца в игре, и при обычном прохождении у него получится купить не больше 2 предметов, просто потому что на большее монет не хватит, а новой игры плюс тут нет. А второй вопрос. Каким образом Лара изучает новый язык, все время читая абсолютно одинаковые таблички, на которых всегда написан один и тот же текст, да и тот можно хоть как-то разобрать только на советских железных блямбах. Or maybe Lara knows something I don't, and I should have just stuck with reading all the same ads in English, and who knows, maybe I would have learned English faster than I did, and I'd know it better than I do right now. I have no damn clue to what's going on here. Ну и да, конечно же, раз действие происходит в России, то тут собрана вся клюква про злых советов, гулаги и таблички на каком-то неизведанном языке с кириллическим набором символов. Мне искренне интересно узнать, что такое «борбата с трудовите злополуки дельгновсекий работник». Кстати, в финальной катсцене в предыдущей игре была похожая фигня, но там они вообще не запаривались и написали английский текст транслитом, из чего вышло знаменитое русское крылатое выражение «Эйкхтхаве оригин тиме эссентиа лос део вилага». Хотя, если серьезно, то даже на английском я так и не смог понять, что это значит, просто набор слов какой-то. Ну да ладно, мы отвлеклись. В геймплее Rise все же есть позитивные моменты. К примеру, перестрелок в целом стало меньше. Не намного, но теперь Лара уже не так сильно похожа на Терминатора, да и стелс стал чуть более продвинутый. Можно прятаться в кустах и на верхотурах, ну и по-тихому вырубать противников оттуда тоже можно. Гробницы стали куда интереснее, чем в прошлой игре. Они заметно больше, загадки сложнее чаще всего, а в награду выдается какой-либо особый скилл, который просто так нигде не достать. Бесполезные GPS-кэши стали полезнее, потому что теперь это не GPS. Теперь под сверкающим огоньком находится небольшое количество разных ресурсов, что упрощает собирательство, совершенно этой игре не нужное. И что в итоге, все еще добротная адвенчура с уже не таким интересным сюжетом, но все еще интересными новыми персонажами, а геймплей пусть фундаментально и похож на предыдущую игру, но при этом стал неоправданно перегружен, причем с самого начала игры, чем несколько дезориентирует, но потом это уходит на второй план, да и некоторые улучшения все равно есть. Музыка на мой вкус стала не такой интересной. К прохождению рекомендую, если вам понравилась прошлая часть. А вот Uncharted 2 наоборот стала большим шагом вперед по сравнению с первой частью. Перестрелок тут стало заметно меньше в масштабах всей игры, да и они теперь не настолько жестокие, и игру вполне себе можно нормально пройти на средней сложности, не испытывая при этом навязчивого желания крушить все вокруг от злости. Стало гораздо больше головоломок и постановочных сцен, а стелс теперь даже работает. В целом-то игра осталась та же с точки зрения механик, просто выправили баланс той самой формулы Uncharted, и вышло уже гораздо круче. Теперь игра уже не так боится, что вам станет скучно, и врагов на вас выкидывают реже, и их, как правило, меньше, хотя все проблемы перестрелок из прошлой игры так и остались на месте. Но из-за меньшей, так сказать, интенсивности, они ощущаются уже далеко не так остро. Да и сюжет очень хорошо прибавил оборотов, и теперь он играет гораздо более важную роль. Больше постановки, глубже проработка персонажей, более яркие и прописанные конфликты — все это делает сюжет Uncharted 2 гораздо более выразительным, чем в первой части, где он был достаточно базовым и держался в основном на харизме персонажей и диалогах. В этой игре Нейтан и его друзья отправляются на поиски затерянного города Шамбала и камня Чинтамани, дарующего бессмертие, что находится там, а против них с той же целью выступает безумный военный преступник из Сербии, которого все думали, что убили, а на самом деле он жив-здоров, и звать его Зоран Лазаревич. Зоран тайком нанял одного из знакомых Нейта, Гарри Флина, чтобы они вместе выкрали из музея в Турции лампу, в которой спрятана подсказка, оставленная Марко Поло, которая как раз и сможет привести к Шамбале. Флин приводит с собой
Хлою, и втроем они прорабатывают план проникновения, но поняв, какие несметные богатства их ждут, решают опрокинуть их клиента и забрать все себе, а Хлоя еще и подкатывает к Дрейку. Хотя на самом деле Флинн не собирался никого опрокидывать и с подсказкой свалил сам, а вот Нейта арестовали. Но Салли и Хлоя вносят залог, и втроем они отправляются по следам Флинна и Лазаревича. По итогу это приводит их в Непал, где и так была гражданская война, а Зоран тут еще со своими ребятами вмешался, пытаясь найти вход в таинственный город. Здесь же свой репортаж о Лазаревиче снимала Елена, на которую натыкаются Нейтан и Хлоя, и отсюда им всем приходится действовать вместе, несмотря на то, что две девушки соперничают друг с другом из-за своих чувств к Дрейку. I'm sorry, I'm sensing some history here. Oh, Elena Fisher. Last year's model. That's cute. Хотя и моменты солидарности, когда им обеим в нем что-то не нравится, тоже присутствуют, и это каждый раз весело. Wait a minute. What is it? You gotta be shitting me. Hello, Nate. I hate it when he does this. Tell me about it. Весело — это вообще про всю Uncharted 2, и даже главный антагонист здесь тоже прикольный в своей отмороженности. Now, one we will use as a lesson, and the other we will use as incentive to cooperate. You choose. This is bullshit, Nate. Yeah, don't play into his game. You want my help, you let them go. This is not a negotiation! Who would you sacrifice, and who would you save? What, this one? You want to save this one? Or maybe this one? You know what, enough of this shit. Alright, quit the theatrics. Ему еще помогает то, что его роль исполнил Грэм Мактавиш, а он хорош всегда, и это не обсуждается. Тем временем Дрейк терпит поездокрушение близ Тибета, где его находит Тензин, глава местной деревушки. За несколько дней он восстанавливается от ран и отправляется с ним в горы, чтобы выяснить истинную силу камня, и это весьма интересный сегмент. Потому что Тензин чувак с Тибета, и говорит он только на своем языке, соответственно, ни он не понимает, что говорит Нейтан, ни Нейтан не понимает Тензина, и даже субтитры не раскроют, что на самом деле говорит Тензин. What's it say? Why do I ask? I'm not so good with charades, pal. Но несмотря на языковой барьер между двумя едва знакомыми людьми, они все же выстраивают доверительные отношения по ходу действия. Они помогают друг другу пробираться через горную пещеру, как-то стараются объяснять ситуацию жестами, и если поначалу все равно ждешь какого-то подвоха, то позже, зная, что они уже не раз друг друга выручили, уже появляется уверенность. Когда они собираются возвращаться, то с горы они видят, как на деревню напали люди Лазаревича, а там у Тензина осталась маленькая дочь. И с учетом вышесказанного, нашей второй мотивацией идти дальше становится шанс помочь Тензину спасти его дочь, и мы хотим это сделать. И это при том, что опять же персонажи даже не говорят на общем языке. Доверие и хоть какое-то понимание между ними было построено исключительно через геймплей, и вот подобное я хотел бы видеть в играх чаще. Короче, в итоге Нейт и Елена догоняют Лазаревича, и он берет их в заложники, чтобы те помогли найти вход в Шамбалу. Они это делают, но на них нападают местные хранители, и Лазаревич уже сам со своими людьми идет искать камень. Только это оказывается не камень, а сок дерева жизни, который надо выпить, чтобы получить всю эту сказочную силу. Зоран в итоге выпил водицы из копытца, но Нейтан все равно его победил, и случился хэппи-энд. В конце решилось и разногласие между Хлоей и Еленой. Первая все же поняла, что Нейт любит Елену, и они решили остаться друзьями. В общих чертах вот такой у нас второй Uncharted. Игра стала раза в 1,5-2 длиннее, и сюжет стал гораздо более сложным и проработанным, а значит, вы больше связаны с персонажами и событиями эмоционально, а за развитием истории вы следите активнее. При этом он все равно достаточно легкий для восприятия, концентрация юмора, которая стала еще выше, скрашивает даже серьезные моменты. You are right. About what? Everything you touch does turn to shit. И опять же, игра полностью в курсе того, чем она является, и порой даже шутит сама над собой. Great. Power's out and a girl's trapped. I swear to God, if there's a zombie around the next corner. Она не пытается строить из себя какую-то сверхдраму или хоррор, к чему первая часть все же прибегла в конце. Это в первую очередь комедия про охотников за сокровищами. При этом она умеет быть серьезной тогда, когда это нужно. Когда надо показать реальную угрозу, которую несет антагонист для мира и для персонажей. Когда надо по-нормальному выяснить отношения между героями. Да и темп всю дорогу весьма хорошо выдержан, и только где-то в третьей четверти после нападения на деревню и до обнаружения входа в Шамбалу он несколько проседает. Но это не такой большой
небольшой сегмент, так что он не сильно влияет на общую картину. И по итогу мы получаем сильный и хорошо написанный сюжет, более глубокую проработку персонажей и значительно улучшенный баланс геймплейных элементов. Но, кстати, без парочки улучшений геймплея по мелочи тоже не обошлось. К примеру, теперь можно перемещаться, когда вы целитесь из укрытия, и рукопашный бой стал более понятным и отзывчивым. Все это вместе создает игру, в которую теперь действительно приятно играть и от которой по-настоящему получаешь удовольствие, а не в которую приходится заставлять себя играть только ради того, чтобы узнать, чем все закончится. А даже если и так, то на этот раз и мотивация тоже сильнее. Поэтому во вторую часть я уже настоятельно рекомендую сыграть, если вы еще не. Впрочем, как и Uncharted 3. Ее можно назвать своего рода исключением из правила, что каждая новая Uncharted лучше старой. Третья часть осталась на том же уровне, наверное. Из геймплейных нововведений только возможность возвращать врагам гранаты, которые они кидают в вас, ну и рукопашный бой получил дальнейшее развитие, контратаки, уклонения и прочее. И в этой игре махать кулаками время от времени уже придется, хотя не то чтобы это было плохо. Боевка приятная, да и разнообразить геймплей эти моменты тоже могут вполне себе. В остальном все то же самое, что и в прошлой части. А вот сюжет здесь странная вещь. Он классный, не поймите неправильно, но есть пара моментов. Короче, на сей раз Нейт и Ко ищут очередной затерянный город, который известен под разными названиями. Ирам, Убар, Атлантида Песков, и в городе этом вроде как находятся невообразимые богатства. Этот город в свое время искал и сэр Фрэнсис Дрейк, аж по поручению королевы Елизаветы, но почему-то свои поиски он в итоге свернул, а все следы экспедиции попытался скрыть. В соперниках у нас на этот раз глава какого-то древнего культа Кейт Марлоу и ее правая рука Талбот. Последний пытался за очень много денег купить у Нейтана его кольцо, но деньги были типа фальшивые и сделка сорвалась. На самом деле это было спланировано, чтобы потом подобраться ближе к Марлоу и выкрасть у нее документы об экспедиции Дрейка. Ну и потом начинаются поиски. Нейт и Салли отправляются во Францию, а Хлоя и Чарли Каттер, их общий друг, в Сирию. Каттера, кстати, тоже играет Мактавиш, и он снова прекрасен. What happened to you two? We've been trying to reach you for over 24 hours. Oh, right, I need to top up my minutes. You're using a prepaid phone? Mate, those contracts are a complete rip-off. What? Mine's broken. Again? В общем, Нейт и Салли находят половинку амулета, который является подсказкой, но Талбот его забирает. Потом они приезжают в Сирию, чтобы продолжить поиски там, находят вторую половинку, но и ее у них тоже отнимают. И эти чуваки как-то очень любят все поджигать. Что во Франции они спалили старинный замок? Let me guess, you're gonna sit tight, smoke a cigar again. Yeah. All right, don't burn the place down. 1 hour later. Oh, man, that was close, huh? Что в Сирии они загоняют Чарли в угол и поджигают крышу башни, заставляя его прыгнуть вниз, из-за чего он ломает ногу. После этого он с Хлоей из этого квеста выбывают, говоря, что оно того не стоит. И здесь я хочу поговорить о злодеях, к которым у меня как раз больше всего вопросов. По ходу игры раскрывается, что культ, в котором состоят антагонисты, существует уже несколько сотен лет, и служит он для того, чтобы контролировать врагов Британии, в том числе через устрашение. Окей, в контексте игры это логично. И Марлоу отлично вписывается в эту кампанию, потому что она сама еще тот манипулятор, и для достижения своих целей не гнушается использовать любые средства. Who do you think you are, boy? You're nothing but a filthy, cast-off little beggar. You're not fit to touch these objects. Однако при том, что она главный антагонист, с ней напрямую мы сталкиваемся реже всего. Больше мы взаимодействуем с Талботом, и вот к нему у меня есть куча вопросов, главный из которых, а не Т-1000 ли он случайно? Или может еще какой киборг? Но реально, вот здесь он появился вообще из ниоткуда, забрал у Чарли дневник и пистолет и точно так же ушел в никуда, просто исчез. Спустя немного времени он получает пулю в грудь от того же Чарли, но каким-то образом выживает. Даже первая часть попыталась объяснить, почему Салли выжил после похожего ранения, но здесь вообще нет. У него, видимо, есть глаза на затылке, раз он заметил Нейтана, который следовал за ним по крышам. Он вообще очень странный, и своей немногословностью и хладнокровием он только усиливает ощущение того, что он какой-то робот. В отличие от Марлоу, за ним и какой-то истории не стоит, что в целом-то логично, учитывая его положение, но все же. Из-за этого практически каждая встреча с ним вызывает недоумение, просто из-за того, что непонятно, как реагировать на его действия. Зато в зрелищности игра только прибавила по сравнению с предыдущей частью.
частью, и смотреть на нее очень приятно. Побег из горящего замка, падение самолета, погоня в пустыне на лошадях и еще куча более мелких постановочных сцен. Они все очень захватывающие, динамичные и запоминающиеся, и их концентрация в этой игре доведена почти до идеала. Они всегда появляются в самый правильный момент, создавая приятный темп повествования. Да и саундтрек, который на этот раз наполнен арабскими мотивами, добавляет происходящему насыщенности и атмосферы. Но и события по меньшим масштабам теперь тоже освещены лучше. Красной нитью через весь сюжет идет более глубокое развитие самого Нейтана, как он познакомился с Салли, каким он может быть, если слишком сильно увлечется поиском очередного сокровища, и чем это может обернуться для его близких, да и в принципе, кто он вообще такой. Потому что Марлоу в один момент таки напоминает ему, что Дрейк это не его настоящая фамилия, и отношения с Еленой в очередной раз переживают некие потрясения. Где-то между второй и третьей частью они успели пожениться, но сейчас они опять друг от друга отдалились. И вот Нейту вновь выпадает шанс починить свои отношения, но на сей раз ставки уже выше. Ввиду таких серьезных тем и количество юмора тоже уменьшилось, пускай и не сильно. Зато стало больше именно личных моментов между персонажами, чего раньше несколько не хватало. Вообще так можно всю игру описать. Она стала одновременно и более масштабной в плане происходящих событий, и более личной для главных героев и их развития. И там у игры в целом получилось вырасти. Ну а затерянный город, он, находясь в самом центре одной из крупнейших пустынь в мире, когда-то процветал, потому что под ним был огромный источник воды. Но в итоге он оказался отравлен, потому что царь Соломон 3000 лет назад кинул туда сосуд, в котором был заточен джин, потому что тот как-то взбунтовался. А из-за отравленной воды у людей начались глюки, и весь город пал. Именно за этим сосудом охотился культ, и он им в итоге не достался благодаря стараниям Нейта. И благодаря ему же город вообще рухнул и ушел под землю, так что теперь его точно никто не найдет. А еще ему таки удалось помириться с Еленой, поэтому хэппи-энд. А что касается самой игры, то она все еще прям крепкая. Баланс элементов той формулы еще чутка улучшен, и играется все это дело еще более приятно. Сюжет стал более масштабным, серьезным и глубоким, не теряя своего шарма, и только злодеев слегка запороли, но не то чтобы это было прям сильно критично. Ну и наконец финал новых приключений Лары Крофт, Shadow the Tomb Raider. И это еще более противоречивая игра, чем Rise. Лично я до последнего не хотел в нее играть, просто потому что сеттинг всяких южноамериканских стран, джунглей, ацтеков и прочего мне не сильно близок. Однако скажу спасибо раздаче PS Plus за возможность посмотреть, что это такое, и не платить денег. Начать хочу вот с чего. Несмотря на то, что интервал между оригинальным ребутом и Rise 2 года, а между Rise и Shadow 3 года, Shadow ощущается какой-то более лениво сделанной игрой. Все три части перезапусков делались студиями Crystal Dynamics и Eidos Montreal, однако в первых двух частях главными были Crystal, а вот в третьей за руль сели Eidos, а Crystal им только помогали, потому что их основной задачей была разработка Marvel's Avengers. Да, оно того не стоило. В общем, я к тому, что это ощущается. Игрой занимались другие люди, сценарий писали другие люди, никакой Рианны Пратчетт больше нет, теперь она с Джилл Мюррей, и даже разборки с патентами на технологию захвата лиц лишили игру тех роскошных лицевых анимаций из прошлой части, и здесь они стали заметно проще. Разные записки, что мы собираем в игре, так и остались, но если раньше их озвучивали разные люди, что добавляло атмосферы, то теперь их все зачитывает сама Лара. Причем такое ощущение, что самой актрисе, исполняющей ее роль, Камиле Ладдингтон, это было не в радость, потому что подавляющее большинство этих записок звучат очень монотонно, настолько, что уснуть можно. The surging population and lack of civil planning caused the settlement many problems. Farmers clear-cut jungle to use the fertile riverbanks for their crops, resulting in a devastating flood in the first heavy rains. Overhunting forced hunters to travel ever further to find game. Several groups, each vying for a controlling interest in the settlement, debate. Хотя содержимое в них действительно интересное, да и в самой игре она стала какой-то более скучной, тогда как в предыдущих частях она была бодрее. Хотя ладно, иногда она все же может выдать достаточно мощный перформанс. I failed. Worse. What do you mean? Dominguez. He has the dagger. I lost it. After everything that my father went through, I gave Trinity exactly what they wanted. He'll use the box and the knife to remake the world. To remake it into what? I don't know. He thinks he can rid it of sin and weakness. A man like that, we have to stop him. It's all my fault.
Более того, некоторые записки и артефакты, которые мы собираем, вообще сделаны настолько от балды, что вся их суть сводится к словесному описанию подобранного предмета от Лары, а сама вещица показана не будет. Вместо нее лишь дефолтное изображение записки или статуи, хотя на фоне звучат слова о том, что этот предмет из себя изображает. This shows a basic sketch for a temple rising from the middle of a city. If I squint, it sort of looks like a snake. Где он это изображает? Я хочу это увидеть. Такое не везде, конечно, осязаемые артефакты тут все равно остались, но тем не менее, раньше такого не было, и это лишь усиливает ощущение того, что разработчикам или было лень, или бюджет в этот раз стал меньше, или же это просто издержки переезда большой франшизы в новые руки и под новое руководство, а может быть даже все вместе. Что меня расстроило еще сильнее, в этой игре пропала возможность использовать тачпад для рассматривания всяких древностей. Обидно! Но если серьезно, то подобные вещи касаются вообще почти всего моего опыта с игрой. На сей раз начнем с геймплея, чтобы не так грустно было, потому что он тут стал заметно лучше, пускай и все равно не без косяков. К примеру, даже при том, что в игре по-прежнему надо собирать много разных ресурсов, теперь это не настолько отягощает и не так растягивает прохождение, потому что, во-первых, многие ресурсы вы можете найти прямо по пути, а те же аптечки больше не надо крафтить, а во-вторых, теперь их можно покупать у торговцев за деньги, которые также можно находить, и преимущественно они вываливаются из убитых врагов. Даже если денег не хватает, всегда можно продать что-нибудь ненужное. Перестрелок на сей раз стало совсем мало. За все прохождение браться за огнестрел мне пришлось даже не 10 раз. Все потому, что, во-первых, самих столкновений с врагами стало сильно меньше, а во-вторых, многие из них можно пройти по стелсу, который, кстати, тоже получил хороший такой апгрейд. Прежде всего, раз уж мы в джунглях, то камуфляж наше все. Теперь можно обтираться грязью, что несколько снизит вероятность обнаружения, а еще появились специальные стенки, заросшие всякими растениями, к которым можно прислоняться и сливаться с ними. Ну и самое крутое, теперь можно с верхотуры стрелять во врагов снизу и подвешивать их к веткам, что выглядит крайне эффектно. Сами враги стали умнее, и теперь они могут самостоятельно понимать, что что-то не так. К примеру, если патрульный, который обычно ходит взад-вперед, взад сходил, а вперед-обратно не вышел, то другой чувак это заметит и начнет прочесывать местность, заодно подключив и остальных. Это усложняет процесс, но в то же время вносит больше элемент риска и заставляет действовать быстрее. Причем иногда можно проскочить мимо, не вырезая всех охранников на местности, что лично я всегда приветствую. Да блин. А где все? Куда все делись? Алло? Алло? Есть тут кто? Нет? Окей, я пошел тогда. Лол. Но если все же приходится взяться за оружие, то и тут поджидает приятный сюрприз. Пушки теперь ощущаются гораздо лучше. Раньше они были какие-то слегка картонные, особенно автоматы. Теперь же они стали гораздо точнее, в кои-то веки появились индикаторы попадания, а звуки стали прям мощные. Даже жалко, что теперь стрелять приходится в 1000 раз реже. Гробницы стали еще круче, чем в Rise в плане замороченности загадок. В них теперь реально можно умереть, а в награду все еще идут особые скиллы. Но вот в этом кроется первый косяк. Shadow это уже не линейная метроидвания. Линейности в ней стало гораздо больше, чем в метроидвании. Она ни разу не заставляет вас пройти по знакомым местам, да и незачем. На ранних локациях практически нет таких мест, куда невозможно пройти из-за того, что у вас нет такой-то приблуды. Всю дорогу вы идете только вперед. А из-за того, что с врагами вы воюете очень мало, то и апгрейды оружия, и новые скиллы ощущаются совершенно ненужными. Мне кажется, это понимали и сами разработчики, когда придумывали, какие улучшения встраивать в игру. Потому что какие-то надо сделать, а то в прошлых играх же были. Не единожды я сидел, глядя на список доступных умений, пытаясь понять, что же я хочу. И не потому, что был выбор между несколькими полезными скиллами, а потому, что был вариант одной бесполезной штуки, которая уже сейчас понятно, что не пригодится, и вариант второй бесполезной штуки, которая тоже уже сейчас понятно, что не пригодится. Более того, в предыдущих частях даже самые топовые скиллы всегда покупались за 1 очко улучшений, и поэтому вы апгрейдились достаточно часто. А вот в Shadow этот процесс растянут. Сначала базовые умения за 1 очко, потом за 2, ну а самые типа крутые за 3. Но даже самые крутые умения по итогу оказываются почти бесполезны. К примеру, есть скилл, который позволяет вырубить второго подряд врага по стелсу, чтобы получилась цепочка убийств.
Что это дает? Зачем это нужно? И таких тут полно. И даже апгрейды, которые вы получаете автоматически по ходу сюжета, не всегда идут в ход дальше. Например, устрашающие стрелы, которыми можно стрелять во врагов из укрытия, а они своим ядом заставят этого чувака сойти с ума, перестрелять своих, а потом он умрет сам. Звучит круто, но есть одно но. Эти стрелы вы получаете в предпоследней стелс-секции в игре, и после этого эти стрелы уже тупо не нужны. В итоге получается, что их вам дают в конце игры погонять один разок, потому что для их крафта нужен яд, который надо добывать из насекомых, но это становится возможным только после приобретения определенного скилла. Но только у вас не будет времени на его покупку до второй стелс-секции, где его можно было бы применить, а дальше в игре никакого стелса уже не будет. Я уже говорил, что тут есть сайд-квесты. Да, и в Rise они тоже были, и вроде за них какие-то там награды дают, но эти квесты настолько унылые, что за них даже браться не хочется. Это приводит еще и к тому, что хаб-локация, которую вы иногда посещаете, толком никак не используется. Есть лагерь, есть два торговца, с которыми можно обменяться ресурсами, да и все. Стоило ли это приношение в жертву крупных локаций, по которым можно побродить, я не уверен. С одной стороны, я бы, конечно, выбрал большие локации вместо хаба, но с другой стороны, меня буравит тяжелым взглядом сюжет. Ребят, тут такое дело, я буравлю кое-кого тяжелым взглядом, вы не могли бы как-то, не знаю, там, разойтись, что ли? Ага, понимаете? Спасибо большое. Весьма признательно. Большое всем спасибо. Спасибо. Потому что по темпу он как раз таки геймплею уже наконец-то соответствует, а большие локации его просто растянули бы. Но это самое меньшее из проблем сюжета Shadow. Что куда важнее, это то, на каких серьезных щах он подается, но при этом проработка этому не соответствует вообще. Начинается все с того, что Лара и Джона, будучи в Мексике, вновь противостоят Тринити. Они ищут особый церемониальный клинок и серебряный ларец Ихшел, в который этот клинок надо вставить в момент солнечного затмения, чтобы вызвать бога Кукулкана, а тот восстановил бы солнце или что-то типа того. С мифологией майя не дружу. Но есть два подвоха. Во-первых, ларец может воздействовать на разум людей и заставлять их думать, как они могли бы переделать этот мир. А во-вторых, если взять клинок отдельно от ларца, то начнется апокалипсис. Сначала наводнение, потом шторм, затем землетрясение, ну и извержение вулкана как вишенка на торте. И как бы с одной стороны я понимаю, что Лара хотела опередить Тринити, чтобы им вообще ничего не досталось, но может все же надо было сначала найти ларец, а уже потом клинок. Потому что в итоге вышло так, что Лара попыталась быстрее его стырить, даже не догадываясь, где находится ларец, но зная, что произойдет, если взять только клинок. Вызвала этим тот самый апокалипсис, а незадолго до его начала она напоролась на главгада, доктора Педро Домингеса, который является главой Тринити. Он взял у нее клинок, а когда попытался стряхнуть с нее ларец и понял, что его у нее нет, начал ее вполне справедливо ругать за то, какую беду она навлекла, в то время как она сама играла какую-то полную дурочку. It never occurred to me that you would just take it. With this key and the silver box, we can remake the world without weakness, cruelty, and certainly with none of this. But without the box, the apocalypse, the death of the sun. You're lying. Lara, you felt it when you took the key. Tremors are common. A tsunami is coming, and this is the first of many catastrophes you're doing! You would have done the same! И когда такой очевидный прокол случается в первый час игры, то это как-то уверенность не внушает. В дальнейшем по сюжету мы находим скрытый город Пайтити, который настолько скрытый, что его легко можно рассмотреть с высоты. Но не суть. Здесь живут люди, до которых 21 век еще даже близко не добрался, и выясняется, что Домингес на самом деле родом отсюда, и он здесь типа главный. Но есть и движение повстанцев, которые знают, какие недобрые дела он хочет творить, и во главе этого движения стоит Унурату, которая была жената на брате Домингеса, которого на самом деле зовут Амару. И тут тоже есть вопросы. Сюжет всячески старается сказать, что движение Унурату это прям важная сила в жизни Пайтити, и она сама прям такой крутой лидер, но у него это не получается от слова совсем. У повстанцев есть своя отличительная одежда, но если побродить по городу, то людей в этой одежде толком не найти. В какой-то момент сторонников движения начинают преследовать, и они обосновываются в пещерке. Но в этой пещерке обитает от силы человек 10, если не меньше. Сама
Унурату в принципе не показывается никак. За все время мы узнаем только, что у нее был муж, но он погиб, у нее есть сын, который типа будущий воин и истинный наследник трона, но и она какое-то там восстание ведет. Ни один из этих тезисов не получает развития, из чего получается крайне плоский персонаж, который при этом и для продвижения сюжета делает не так уж и много. Я все к тому, что когда ее убивают, то сцена, в которой она умирает на руках у Лары, прямо вся целиком сделана так, чтобы выжать из игрока ну хотя бы какую-то слезу. Но из-за вышеописанных причин это не работает вообще. На слезы и переживания самой Крофт, которая пытается как-то отсрочить смерть Унурату, смотришь просто с каменным лицом. Но самое хреновое в этом то, что через 5 минут Лара встречается с Эцли, сыном Унурату, и приносит ему печальные вести о смерти его матери. Его возраст точно не указывается, но на вид ему лет 12. Как бы вы отреагировали на смерть матери, будь вам 12 лет? Вот ему такое ощущение, что вообще оброяль. She was a warrior. The eclipse draws near. If we cannot restore the sun... I'll find the box. I won't let the cult of Kukulkan Khan get to it first. Begin the preparations for the burial chamber. Queen Unuratu will live on, within us. Uchu, assist them with the boat. We will prepare for battle. The rebellion must succeed. Чуть позже он, конечно, говорит, что скучает по маме, но это все. Никакой подавленности, грусти, вообще ничего. Если даже ее собственному сыну пофиг на это, то почему я должен лить слезы? К чему здесь вот эта вот штука? Да, я понимаю, что это выглядит дико круто, да и саундтрек, который, к слову, во всей игре абсолютно потрясный, тоже добавляет эпичности, но зачем? В этой главе один из главарей Тринити говорит Ларе по рации, что Джона мертв, и в таком контексте можно сказать, что эта сцена показывает, на что готова пойти Лара ради своих друзей, типа показать ее темную сторону и тем самым отразить название игры, но учитывая, что она до этого и за меньшее положила в несколько раз больше народу, в это уже как-то не так верится. Подача сцены пытается в этом убедить, и сначала это даже работает. Но потом, как вспоминаешь, что было раньше, так и все, иллюзия пропадает. И вот подобного в игре навалом. Она пытается выглядеть максимально серьезной, ведь мир на грани конца света, и его надо быстрее предотвратить. Но из-за того, что апокалипсис произошел просто по тупости Лары, ключевые персонажи написаны никак, и все эти пафосные сцены на самом деле очень слабо чем-то подкреплены, вся эта серьезность, уж простите за каламбур, не воспринимается всерьез. Но это еще не все. Именно в этой игре Лара и Джона почему-то начали типа общаться как лучшие друзья. Как бы они дружили еще на момент первой части, которая вышла 5 годами ранее, а свою типа расширенную предысторию Джона время от времени вываливает на Лару почему-то только сейчас. И да, в этой игре они проводят вместе больше времени, чем в обеих предыдущих частях вместе взятых, причем заметно больше. И чтобы как-то поддержать это, этим двоим решили написать диалоги, в которых они просто общаются обо всяком. You wanna try it? I think I'll stick to the bottles you found in the cargo from the plane. И я это крайне приветствую, давно пора было, и в принципе подобные штуки я люблю, но в предыдущих играх они даже близко так не общались, так что эти благие намерения обращаются в достаточно натянутые диалоги, которые звучат просто странно, если прислушаться и взять во внимание 2 предыдущих части. Хотя не все так плохо. Главгад, к примеру, в кои-то веке вполне неплохой, и когда он оказывается побежден, то выясняется, что он действительно искренне хотел защитить Паэтити и его народ, но только Тринити, замусорившие ему голову всяким бредом, сбили его с пути истинного, и методы, которыми он пытался осуществить свою цель, были неправильными. Перед смертью он попросил саму Лару защитить Паэтити, и так стало понятно, что он чувак в принципе-то неплохой, и ему можно сопереживать. Да и в целом сюжет все равно достаточно динамичный и насыщенный, так что следить за ним все равно еще интересно, хотя в ключевые моменты он все равно подводит. У меня есть еще много вопросов к нему, но чтобы не растягивать это и без того длинное видео, я все же их озвучивать не стану, а начну подводить итог. Shadow of the Tomb Raider действительно получается самой слабой игрой в новой трилогии,
технологии. Да, она исправляет фундаментальный косяк предыдущих игр со слишком большим количеством стрельбы, но этого мало, чтобы перекрыть очень странно сделанный сюжет, бесполезную прокачку, лениво сделанные эксплоринг и артефакты, худшего качества озвучку и лицевую анимацию, а местами вообще всю графику в целом. Да, Rise действительно часто выглядит лучше, так что играть в нее я рекомендую только если вы уже прошли или собираетесь пройти две предыдущие игры и вам интересно, как все закончится. Совпадение или нет, но Uncharted 4 в процессе разработки страдала почти от тех же проблем, что и Shadow the Tomb Raider. Эми Хенник, которая была креативным директором и сценаристкой предыдущих 3 частей, ушла из Naughty Dog в 2014, когда некая часть игры уже была готова. Вместо нее за руль встали Нил Дракман и Брюс Стрейли, которые пусть и участвовали в разработке первых 2 частей, но на менее значительных позициях. Хотя на сей раз у них за плечами уже была The Last of Us, которая свое влияние тоже оказала, как на Нила и Брюса, так и на саму 4-ю Uncharted. В период разработки из студии в принципе ушло достаточно много людей, и их места заняли новые сотрудники. И даже саундтрек, который во всех предыдущих играх писал Грег Эдмонсон, теперь сочинен Генри Джекманом. В общем, последнюю Uncharted во время разработки тоже очень хорошо трясло, и это не могло не отразиться на финальном результате. Оно отразилось, и в этом случае, как по мне, изменения стали только к лучшему. Игра в целом стала гораздо более медленной и размеренной. Здесь вам спокойно могут дать побродить, порешать загадки и прочее, и при этом не сталкивать вас с врагами добрых полчаса, что немного иронично, учитывая, что в антагонистах у нас глава частной военной компании и богатенький мерзавец. Локации стали более открытые и разветвленные, хотя они остались по-прежнему абсолютно линейными. Да, пускай большая их часть никак не занята и не имеет полезного применения, но зато это превращает поиск артефактов в действительно поиск, а не просто 5-секундное отклонение от основного пути, и этим же создается более размеренный темп игры. Влияние The Last of Us прослеживается уже в первых главах, потому что уже тогда вас заставляют катать ящики, чтобы допрыгнуть до какого-то уступа, и физика у них такая же дубовая и непонятная. Стелс прокачался и стало можно прятаться в траве, ну и в кои-то веки появился индикатор обнаружения. Кстати, само обнаружение теперь работает как-то странно и создает ощущение, что враги стали тупее, потому что я несколько раз вырубал врага из травы на виду у другого чувака, и тот на это, конечно, реагировал, но не так, как нужно. Он реагировал скорее на то, что я на секунду вылез из травы, а потом зашел обратно, а вот на тело мертвого товарища вообще 0 внимания. И это происходило не единожды. Иногда, конечно, они замечают то, что от них требуется заметить, и реагируют соответствующе, но не всегда. За это им минус. Зато теперь можно цеплять веревку ко всяким перекладинам и раскачиваться на ней. Ну, технически это было и раньше, но тогда это были уже изначально висящие веревки, да и физика раскачивания была гораздо более простой. А еще скользкие поверхности появились, по которым вы скатываетесь вниз, как с горки. В некоторых диалогах появилась возможность выбрать вариант ответа, хотя по сути он ни на что не влияет, и это лишь выбор того, какую очередную глупую шутку отпустит Дрейк. И еще одно заимствование у Ластухи – опциональные диалоги, которые могут появляться в некоторых ситуациях. Ничего сильно важного они в себе не несут, но персонажей чуть глубже они все же раскрывают, чаще всего. А, ну еще появился транспорт, можно на джипе кататься и даже пользоваться лебедкой. Можно на лодке плавать, только на самолетах не полетать, что обидно, но тем не менее. Да, возможность использовать транспорт появляется только тогда, когда игра скажет, в основном вы на своих двоих, но даже так все равно приятно. Как видно, на сей раз геймплейных изменений достаточно. Пусть и не все достаточно небольшие сами по себе, но все вместе они рисуют уже другую картину. Да и сюжет на сей раз пошел немного другой дорогой. Теперь комедии и всякие шутки-прибаутки отправились на второй план. Они все еще есть, и их много, но теперь они не являются центральной опорой развития персонажей и сюжета, а скорее просто служат для поддержания настроения и характеров героев. Сама история же стала более серьезной, и копает она теперь гораздо глубже. Больше никаких гоняемся за сокровищами, потому что это весело. Теперь у нас появилась проработка и драма. Нейтан после всех предыдущих событий решил завязать со всем этим, и теперь он ведет весьма спокойную жизнь. Работает ныряльщиком и достает со дна всякие штуки, а дома его ждет его жена Елена. И вроде все норм, но по приключениям он все равно скучает. И тут внезапно объявляется его старший брат Сэм, который, как он думал, погиб 15 лет назад, когда они пытались сбежать из панамской тюрьмы. Но тюремные врачи его подлатали, а потом запихнули его обратно в камеру. Но был у него сокамерник Гектор Альказар, крупный наркобарон, и уже он помог Сэму сбежать. Да только старший Дрейк все болтал про поиски сокровищ пирата Генри Эйвери, которые все вместе могут стоить аж $400 миллионов. И Альказар после побега дал ему 3 месяца, чтобы найти сокровища, а не то...
Так что Нейт соврал жене, что едет в командировку в Малайзию, а сам отправился с Сэмом и Салли искать сокровища. Одна сложность, за ними же охотится и без того богатенький чувак по имени Рейф, а помогает ему Надин Росс со своей частной армией. И с этим же Рейфом они втроем еще тогда в тюрьме пытались разгадать, где находится клад. И мотают их поиски по миру, то Италия, то Шотландия, а потом вообще Мадагаскар. А Елена со временем понимает, что Нейт ей соврал и находит его вместе со всеми материалами их поисков сокровищ. Да еще и про брата он ей до этого никогда не рассказывал. Понятное дело, они поссорились, но два брата-акробата свои поиски все же продолжили. Правда, потом оказалось, что Сэма-то из тюрьмы вытащил вовсе не Альказар, потому что он уже полгода как был мертв к тому моменту, а сам Рейф, который сейчас загнал их в угол. Нейт-то ему не нужен, так что происходит вот это. Потом его находит Елена при помощи Салли, и теперь он уже выкладывает ей все. Что эти поиски они начали еще когда были подростками, что это Сэм вселил в него этот дух авантюризма, и это его идеей было продолжить расследовать теорию их покойной матери, которая считала, что у сэра Фрэнсиса Дрейка на самом деле были наследники, а потому, скрываясь от полиции, с помощью знакомого они сменили фамилии и стали Дрейками. Ну и они отправляются выручать Сэма, по пути снова восстанавливая отношения. В итоге они его находят и уже собираются уезжать без сокровища, но тот все еще не успокаивается и хочет забрать пиратские богатства. And we've got the lead for now. Okay? Avery scuttled every last ship on this island. You know why? Because he was hell-bent on keeping his treasure. Exactly. No matter the cost to the others around him. Because he didn't want anyone to follow him. Because he was leaving. Look at this. I found his map of the island, okay? That's his ship right under that mountain. That's where our treasure is. And it is exactly where Rafe is headed right now while we stand around here and argue like idiots. How long we been chasing this thing, huh? You and me. No offense to these guys, but they don't get it. Actually, Sam, they do. They really do. Okay. Trust me, they've seen this kind of obsession before. Sam, we're not those kids anymore. We're not. And we got nothing to prove. Но он опять за свое, убегает искать корабль Эйвери. За ним идет и Нейтан, и уже на корабле он находит Сэма, которого придавило опорой, и Рейфа, с которым ему пришлось сражаться на мечах. В конце концов злодеи победили, из взрывающегося корабля выбрались, домой вернулись. Признали, что обычной жизнью жить это не для них, так что купили компанию, в которой работал Нейт, и возродили шоу Елены. Ну а потом у них родилась дочь, жили они долго и счастливо. Конец. Вы могли заметить, что про вторую и третью части Uncharted я сказал достаточно немного. Все потому, что это игры хорошие, с весьма некритичными косяками, на которых нет смысла зацикливаться, но при этом и чего-то совсем выдающегося там тоже нет. Помимо самого тона этих игр, подобных легких и светлых приключений в поисках сокровищ с элементами комедии в принципе немного существует. Но Uncharted 4 эту легкость отодвигает слегка подальше, как и комедию. Как последняя часть во франшизе, она должна расставить все оставшиеся точки над «и», и именно этим она и занимается. Отношения между персонажами и их мотивацией стали несколько сложнее, бэкграунд самого Нейтана получил очень большое развитие, а сама охота за сокровищами теперь служит лишь поводом для раскрытия героев, а не является первоочередной задачей. Во всяком случае для Нейта, ведь он в эту авантюру вписался в первую очередь, чтобы помочь брату, а не потому, что ему вдруг так захотелось. Как финальная часть, она отдает дань уважения предыдущим играм и цитирует их, и не только в виде «Ой, вот это приключение было». One of the stranger things I've collected along the years. Похожим образом она обходится с Сэмом в самом конце, когда четверо уже собираются валить с острова, но он один все еще хочет пойти за сокровищем, думая, что у них сейчас есть преимущество. И я считаю это цитатой третьей части, где все задавались вопросом о целесообразности этого приключения и волновались, что чрезмерная увлеченность Нейта подобными вещами до добра не доведет не только его, но и его окружение. И сейчас эти же вопросы адресуются Сэму, но только он уже успел наворотить делов, в отличие от своего младшего брата, и теперь самое время уже ему
усвоить урок. Тем более, когда речь идет не о каком-то мифическом артефакте, который, попади он не в те руки, может стать причиной вселенского хаоса, а просто о куче золота, чья ценность измеряется лишь деньгами, и от того, что их присвоит кто-то другой, хуже никому не станет. Однако именно благодаря всему произошедшему Нейт и Елена смогли наконец понять, что между ними было не так, и решить, что с этим делать. Между ними, да и не только, стало еще больше личных моментов, которые проливают больше света на отношения между героями и акцентируют внимание на их чертах характеров. Hey, Lena, come on. Lena. My hero. Oh no, you didn't do that. No, that's not funny. Oh, you have done much worse. No, God, you gave me a goddamn heart attack. Oh, let me listen. Sounds good to me. You realize we're now even for everything I've ever pulled, right? Yeah, like ever. No, not by a long shot. Благодаря этому вообще вся игра выглядит более приземленной и личной, а с этими людьми устанавливается гораздо более крепкая эмоциональная связь. И так вышел весьма красивый финал серии, которому в целом-то и не нужно было углубляться во все это, но от того, что он это сделал, в итоге стало даже лучше. Из-за этого же и геймплей стал более медленным и спокойным, просто потому что так проще воспринимать все эти новые сюжетные детали. И поставленные задачи игра выполнила прекрасно. That to look forward to when we get back to the States. Could be worse. Could be Arstotzka. И еще я просто не могу не отметить техническую составляющую, потому что мне она до сих пор сносит крышу. Я даже не говорю про графику, которая до сих пор спустя почти 5 лет после релиза выглядит просто потрясно. Что меня удивило гораздо больше, это кат-сцены, которые теперь не пререндеренные, а рисуются в реальном времени. И учитывая это, а также достаточно серьезные железные ограничения PS4, вроде медленного жесткого диска и 8 гигабайт оперативки, которые не целиком доступны для игр, меня до сих пор удивляет, как в одной кат-сцене не то что без подзагрузок, а вообще без пропусков кадров может происходить мгновенное переключение между двумя разными локациями, чтобы был параллельный монтаж. Я бы так не удивлялся, если бы у PS4 был SSD. Но как они на жестком диске смогли такое провернуть? Вот уж эти ребята действительно знают, как выжить все из железа консоли. Ну а мне остается только сказать, что это шедевр 10 из 10 на кончиках пальцев, даже почти без сарказма, и назвать ее лучшей частью серии. Из всего вышесказанного как раз и выявляется та самая закономерность, о которой я упомянул в самом начале. Tomb Raider пыталась совершенствовать геймплей и исправлять косяки, на которые указывали первой игре из трилогии ребутов, но при этом сюжету с каждым разом уделялось все меньше внимания, а обновленный геймплей уже не так хорошо с ним сочетался, из-за чего каждая новая игра выходила скучнее предыдущей. Чуял же я, что не просто так оригинальный перезапуск я проходил уже сколько раз, ту же Rise лишь дважды, и то второй раз был только для этого видео, а Shadow вообще единожды, и возвращаться к ней у меня также желания особого нет. В то же время Uncharted уже в самом начале определилась, чем она хочет быть, и в дальнейшем развивалась именно в этом направлении, особо сильно ничего не меняя, за исключением 4-й части, а сюжет с каждой новой игрой становился только глубже и проработаннее. В подобных играх геймплей это не самое важное, здесь он служит лишь как способ интересно дойти от одного сюжетного момента до другого, и простота игрового процесса Uncharted прямое тому доказательство. Никаких сверхкрутых механик, прокачки, менеджмента ресурсов и прочего тут нет, только бродилки-лазилки да простенькие перестрелки со стелсом, но играть-то все равно интересно. А вот если с геймплеем перемудрить, то он станет перетягивать на себя все внимание, а сюжет, который и без того на одном скотче держится, только больше выпадает из поля зрения, и на него перестаешь обращать внимание, перестаешь придавать ему значение. А это приводит к тому, что о каких-то событиях или персонажах понемногу начинаешь забывать с течением времени, а главная цель, если она не обозначена четко и ясно, тоже начинает ускользать, и из-за этого в голове начинает звучать вопрос: а зачем я вообще всем этим занимаюсь? Именно такая история у меня приключилась с Rise of the Tomb Raider. Даже мое первое прохождение по факту-то не первое, я и до него пытался игру пройти, но она умудрилась наступить на все эти грабли, и где-то после 3-4 часов мне уже просто стало неинтересно, и больше я в нее не заходил. До следующего раза. Shadow в этом плане не настолько плохая, и баланс сюжета с геймплеем там уже куда лучше, но в таком случае уже гораздо заметнее
заметнее становятся сюжетные косяки, коих здесь прям навалом, не говоря уже об общем качестве игры, которая тоже упала. Я не эксперт и я не знаю, как создавались эти игры, но подобные метания лично мне говорят о том, что у команды разработчиков не было четкого видения того, куда они хотят привести новую Лару Крофт, и в итоге вышло то, что вышло. Не говорю, конечно, что у Naughty Dog оно обязательно было, но во всяком случае по их играм видно, что они четко понимали, что делали, и благодаря этому они смогли не только удержать планку качества, но и повышать ее каждый раз. А вот когда пытаешься отзываться на критику, но при этом сам не знаешь, куда идти дальше, то и получается, что финальный продукт выходит хуже. И от этого мне очень грустно, потому что у новой трилогии Tomb Raider был хороший потенциал стать чем-то действительно классным, но он так и остался потенциалом. С момента релиза Shadow прошло уже больше 2 лет, но следующей части до сих пор не анонсировали. И уже вряд ли анонсируют, как мне кажется, потому что история становления Лары Крофт, а именно об этом у нас новая трилогия, уже завершена, и новой частью серии скорее всего станет еще один перезапуск, уже в другой временной линии. Но этого еще надо дождаться, а пока имеем, что имеем. Только одну действительно классную игру из новой трилогии. И руководство на тему, как не делать продолжение.